Народ химба – одно из самых известных традиционных племен Юга Африки, на протяжении веков проживающее на севере современной Намибии и юге Анголы. Их образ жизни сформировался в условиях полупустыни, где высокая температура, нехватка воды и непредсказуемый климат сделали выживание не временной задачей, а основой культуры. Для химба окружающая среда никогда не была враждебной, она воспринималась как данность, с которой необходимо жить в постоянном равновесии. Выживание у химба всегда носило коллективный характер. Отдельный человек не существовал вне семьи и рода. Община выступала главным механизмом защиты, распределения ресурсов и передачи знаний. Дома строились из глины, веток киновоза, не ради долговечности, а ради соответствия климату. Такие жилища легко обновлялись и позволяли сохранять прохладу даже в самый жаркий период. Основой жизни химба было и остается скотоводство. Коровы и козы играют центральную роль не только в хозяйстве, но и в социальной системе. Скот обеспечивает пищу, служит мерилом благосостояния и выступает связующим элементом между поколениями. Потеря стада означала не просто экономический удар, а угрозу статусу семьи и ее будущему. Рацион химба традиционно был простым и зависел от доступных ресурсов. Молоко, мясо и продукты животного происхождения составляли основу питания. Запасы делались редко, поскольку климат не позволял длительное хранение, а сама культура не поощряла накопление. Жизнь строилась вокруг настоящего момента и текущих возможностей. Дети химба с раннего возраста включались в повседневную жизнь общины. Детство не рассматривалось как отдельный защищенный период. Через наблюдение и участие они осваивали навыки ухода за скотом, строительства и выживания. Физическая выносливость, терпение и способность переносить лишения считались естественными качествами взрослого человека. Таким образом, выживание химба представляло собой не борьбу с природой, а форму сосуществования с ней. Их культура сформировалась как система адаптации, в которой человек, община и окружающая среда связаны единым, почти неизменным порядком, сохраняющимся на протяжении многих поколений. Интимная жизнь у народа химба с древних времен не рассматривалась как сфера личных желаний или индивидуального выбора. Она была частью сложной социальной системы, тесно связанной с семьей, продолжением рода и устойчивостью общины. Отношения между мужчиной и женщиной подчинялись традициям, которые формировались поколениями и регулировались не писанными законами, а авторитетом старейшин и коллективной моралью. Брак у химба прежде всего являлся союзом между семьями, а не результатом романтического выбора. Он закреплял социальные связи и обеспечивал стабильность внутри племени. Любовь в современном понимании не считалась обязательной основой брака, однако со временем могла возникать как следствие совместной жизни. Интимная близость воспринималась как естественное продолжение брачного союза и средство продолжения рода, а не как самостоятельная цель. Допускалась полигамия. Мужчина мог иметь несколько жен, если обладал достаточным количеством скота и мог обеспечить каждую семью. При этом наличие нескольких жен не воспринималось как привилегия ради удовольствия, а как показатель ответственности и статуса. Женщины в таких союзах имели четко определенные роли и обязанности, а отношения между ними регулировались традицией, направленной на сохранение внутреннего баланса. Тело человека в культуре химба не считалось постыдным. Нагота или частичная открытость тела были обычным явлением и не несли сексуального подтекста. Однако интимность строго отделялась от публичной жизни. Существовало четкое понимание границ между тем, что допустимо на глазах у общины, и тем, что должно оставаться внутри семьи. Детей с раннего возраста приучали к пониманию различий между мужским и женским миром. Это разделение не означало превосходство одного над другим, но подчеркивало разные функции. Женщина ассоциировалась с домом, детьми и внутренним пространством семьи, мужчина — с внешним миром, защитой и скотом. Интимные отношения рассматривались как точка соприкосновения этих двух сфер. Сексуальность у химба не обсуждалась напрямую. Знания передавались через наблюдение, намеки и жизненный опыт. Открытые разговоры на эту тему считались излишними и даже опасными, так как могли нарушить установленный порядок. Сдержанность в словах воспринималась как форма уважения к самой сути близости.
Таким образом, интимная жизнь у химба была не отдельной частью быта, а встроенным элементом социальной структуры. Она служила сохранению рода, укреплению связей между семьями и поддержанию устойчивости общины, оставаясь под контролем традиций и коллективных ценностей. Понятие денег в традиционной культуре народа химба долгое время практически отсутствовало в том виде, в каком оно существует в современном мире. Экономическая система племени строилась не на обмене купюр или монет, а на владении скотом, который выступал универсальной мерой ценности, богатства и социальной значимости. Именно количество коров определяло положение человека в общине и его возможности в жизни. Скот для химба был не просто источником пищи. Он являлся формой накопления, символом стабильности и основой всех важных социальных решений. Через скот заключались браки, решались споры и укреплялись связи между семьями. Передача животных от одного поколения к другому рассматривалась как передача будущего, а не как простая материальная сделка. Накопление богатства не поощрялось ради самого накопления. Излишества считались бесполезными, а чрезмерное стремление к собственности могло восприниматься как угроза внутреннему балансу общины. Богатый человек нес большую ответственность, так как от его ресурсов зависело благополучие родственников и способность помогать в трудные времена. Обмен внутри племени строился на принципах взаимной поддержки и доверия. Продукты, инструменты и скот могли передаваться без немедленного возмещения, так как считалось, что долг перед общиной всегда возвращается со временем. Такой подход снижал конфликты и укреплял социальные связи, делая выживание возможным даже в тяжелых условиях. С появлением внешнего мира и контактов с государственными структурами в жизнь химба постепенно начали проникать деньги. Однако они долгое время воспринимались как второстепенный инструмент, необходимый лишь для редких взаимодействий с чужаками. Внутри общины деньги не имели той власти, которую они имеют в современных обществах. Даже сегодня, несмотря на частичную интеграцию в рыночную экономику, традиционные представления о богатстве у химба сохраняются. Человек по-прежнему оценивается не по количеству денег, а по его роли в общине, количеству скота и способности поддерживать баланс между личными интересами и коллективной ответственностью. Таким образом, система ценностей химба показывает иной взгляд на богатство, в котором материальные ресурсы подчинены социальным связям, а деньги не являются главной целью, а лишь вспомогательным средством выживания. Контакт народа химба с внешним миром долгое время оставался минимальным. Географическая изолированность и суровые природные условия служили естественной защитой от вмешательства извне. Однако с развитием туризма и интереса к традиционным культурам химба постепенно оказались в центре внимания путешественников, исследователей и фотографов. Туризм принес в жизнь племени новые возможности, но одновременно стал источником внутренних противоречий. Посещение деревень туристами позволило некоторым семьям получать деньги за экскурсии, фотографии и продажу традиционных украшений. Для части общины это стало способом выживания в условиях меняющегося мира и нехватки ресурсов. При этом присутствие чужаков изменило само восприятие культуры. Обряды, одежда и повседневные действия, которые раньше имели исключительно внутреннее значение, постепенно стали превращаться в зрелище. Некоторые элементы традиционной жизни начали демонстрироваться не ради их сакрального смысла, а ради ожиданий туристов. Это создало напряжение между сохранением аутентичности и необходимостью адаптации. Старейшины племени часто выражали опасения, что постоянное внимание извне разрушит устоявшийся порядок. Молодежь, наблюдая за жизнью туристов, все чаще сталкивалась с альтернативными представлениями о комфорте, свободе и возможностях. Это приводило к внутреннему конфликту между уважением к традициям и желанием перемен. В то же время химба не были пассивными жертвами туризма. Во многих случаях они сознательно контролировали степень открытости, устанавливая правила посещения и ограничивая доступ к определенным аспектам жизни. Такой подход позволял сохранить ключевые элементы культуры, не полностью отрываясь от внешнего мира. Таким образом, туризм стал для химба двойственным явлением. Он открыл доступ к новым ресурсам и связям, но одновременно поставил под угрозу хрупкий баланс между традицией и современностью. От того, как племя продолжит выстраивать отношения с внешним миром, зависит будущее их культуры и ее способность сохраниться в изменяющейся реальности.
Вера у народа Химба занимает центральное место в жизни общины и пронизывает все ее аспекты, от повседневных действий до ключевых жизненных решений. Духовный мир не отделялся от материального, для Химба он существовал рядом, постоянно влияя на здоровье, благополучие семьи и судьбу рода. Эти представления формировались на протяжении многих поколений и передавались устно, без письменных текстов и догм. Основой верований Химба является почитание духов предков. Считалось, что умершие продолжают наблюдать за живыми, защищать их или, напротив, наказывать за нарушение традиций. Предки воспринимались не как далекие сущности, а как активные участники жизни племени, сохраняющие связь между прошлым, настоящим и будущим. Центральным элементом духовной жизни был священный огонь. Он символизировал связь между миром людей и миром духов. Огонь никогда не должен был гаснуть, так как его исчезновение означало разрыв этой связи. Через священный огонь старейшины обращались к предкам с просьбами, благодарностями и мольбами о защите. Ритуалы сопровождали все важные события: рождение, вступление во взрослую жизнь, брак и смерть. Эти обряды не рассматривались как формальность. Считалось, что неправильное их проведение может нарушить гармонию и привести к болезням, неурожаю или конфликтам внутри общины. Поэтому ритуалы проводились строго по традиции и под контролем опытных членов племени. Болезни и несчастья редко объяснялись случайностью. Чаще они воспринимались как знак дисбаланса между человеком, общиной и духовным миром. В таких случаях искали причину не только в теле, но и в поведении, нарушенных запретах или утраченной связи с предками. Таким образом, вера у Химба не была отдельной сферой жизни. Она служила основой моральных норм, социальных отношений и представлений о порядке мира. Через веру племя сохраняло свою идентичность, поддерживало внутреннюю гармонию и находило смысл в условиях суровой и непредсказуемой реальности.